Всем привет! В этом видео покажу 3 быстрых и ленивых идеи обеда или ужина в аэрогриле. Мясо по-французски без майонеза, хрустящие наггеты в аэрогриле без сухарей и простой в приготовлении люля-кебаб. Приготовим ленивый и вкусный рецепт мяса по-французски в аэрогриле. Для рецепта нам понадобится 300-400 грамм свиного карбонада без кости, греческий йогурт или сметана, горчица, помидор, сыр и специи. У меня это соль, перец, сушеный чеснок, сушеный лук. Мясо выкладываем сразу в аэрогриль на решетку. Добавляем соль. Сверху немного перчим. Помидор нарезаем на кружочки. Мясо по-французски, конечно же, можно смазать майонезом, но мы сделаем полезную и простую версию. Смешаем 1 столовую ложку греческого йогурта, можно заменить на сметану, с 1 чайной ложкой французской горчицы. Добавим туда сушеный чеснок, сушеный лук. И смажем при помощи силиконовой кисточки свинину. Сверху выкладываем кружочки помидора. Сверху немного присаливаем и добавляем черный перец. Сыр натираем на терке. Я всегда натираю на глаз и обычно покупаю полутвердый сыр гауда. Можно использовать любой сыр, который у вас есть в холодильнике. Выкладываем сыр на свинину. И ставим запекаться в аэрогриль на обычный режим аэрогриль при 190 градусах 15 минут. Кстати, это было первое блюдо, которое я приготовила в своем новом аэрогриле, и все идеально получилось. Свинина получается очень вкусной, мягкой, сочной. Обязательно попробуйте приготовить. Это блюдо особенно понравилось мужу. Такой рецепт очень просто и быстро готовится. Его можно приготовить как на обед, так и на ужин. И все ингредиенты можно найти в холодильнике. Всем приятного аппетита! Очень люблю, какая корочка от сыра получается в аэрогриле. Она получается хрустящей, чуть копченой. Очень вкусно. Следующий рецепт. Приготовим куриные наггетсы, которые я раньше готовила по разным другим рецептам, но такой не пробовала. Оказалось очень удобно и быстро. Сейчас с вами поделюсь. Для рецепта использую 2 куриных филе. Можно использовать обычные панировочные сухари, но у меня кукурузные хлопья предварительно измельченные. Использую любимые специи: соль, перец, паприку, орегано, сушеный лук, сушеный чеснок. И нам понадобится любое масло. У меня 2 вида: оливковое и масло кхи. Курицу необходимо помыть, обсушить, если вы моете мясо, и нарезать на кубики. Перекладываем курицу в тарелку. Приготовим основу для того, чтобы кукурузные хлопья приклеились, так сказать, к курице. Я использую 2 вида масла: оливковое масло примерно 1 столовую ложку и 1 столовую ложку топленого масла кхи. Можно заменить на сливочное масло. Масло кхи я растопила. К маслу добавляем 1 чайную ложку соли, немного черного перца и любые специи. У меня это сушеный чеснок, сушеный лук, сладкая паприка. Отлично будет использовать копченую паприку. И еще я добавила орегано. Все примерно по 1 чайной ложке. Специи хорошо перемешиваем с маслом. Добавляем к курице. Перемешиваем курицу с маслом и специями, так, чтобы каждый кусочек был покрыт. Масло можно класть было чуть поменьше, я тут переборщила. Кладите меньше, если будет мало, добавьте позже.
Кукурузные хлопья я измельчила заранее и просто храню в шкафчике на кухне. Покажу вам здесь, как именно я это делаю. Можно положить кукурузные хлопья в zip-пакет и при помощи скалки измельчить, но мне удобнее всего это сделать в блендере. Блендер небольшой, поэтому я это делаю порционно. За считанные секунды измельчаются кукурузные хлопья. Мне больше нравится их сильно измельчить, можно оставить более крупные частички. Если у вас нет кукурузных хлопьев, то можно использовать обычные панировочные сухари. В этом рецепте все делается очень просто. Мы берем zip-пакет или обычный пакет, пересыпаем туда хлопья, примерно 1 стакан, и добавляем курицу с маслом и специями. Хорошо закрываем пакет и трясем, пока вся курица не будет покрыта кукурузными хлопьями. Очень просто, не нужно каждый кусочек макать в хлопья и пачкать руки. Такая идея мне очень понравилась, и обязательно именно так буду готовить в дальнейшем наггетсы. Наггетсы можно выложить сразу на решетку в аэрогриль. Я же использую специальную бумажную форму. Если вы используете какую-либо форму в аэрогриле, то мясо всегда нужно переворачивать для того, чтобы оно лучше приготовилось, потому что, конечно же, бумага не пропускает так хорошо воздух, и у вас вторая сторона наггетсов будет не загорелой. Поэтому, если вы готовите прямо на решетке, не используйте бумагу, то наггетсы переворачивать не нужно. Ставлю в аэрогриль на режим гриль 200 градусов 10 минут. Поскольку я использую бумагу, как я уже сказала, в середине времени я переверну наггетсы. В любое время вы можете вытащить чашу из аэрогриля, и программа приостановится. Вот такие аппетитные, вкусные куриные наггетсы у нас получились. Всем приятного аппетита! Это отличный вариант обеда, ужина, даже завтрака или еды с собой. Наггеты получаются хрустящие снаружи и мягкие внутри. И готовятся очень быстро. И последний рецепт. Если вам надоели обычные котлеты и хочется что-то этакое, но не заморачиваться и готовить быстро и просто, то этот рецепт для вас. Приготовим люля-кебаб. Конечно же, я не заявляю, что это классический рецепт, это моя интерпретация, которую можно приготовить легко и просто именно дома при помощи аэрогриля. Я использую говяжий фарш 400 грамм, 1 луковицу, 2 зубчика чеснока, из специй у меня кумин, соль, перец, и здесь идеально подойдет какая-нибудь восточная специя, например, что-то для шашлыка или, возможно, хмели сунели. У меня ничего такого не оказалось, я использовала обычную специю для фарша. Если у вас есть мясорубка, то вообще прекрасно, у меня ее нет. Можно натереть лук, чеснок на терке, но я использую блендер, у меня он не настолько мощный, поэтому добавляю немного воды. Из чеснока и лука должна получиться вот такая кашица. Перекладываем в миску фарш, добавляем кашицу из лука и чеснока. Добавляем пол чайной ложки соли, черный перец и специи. У меня это кумин, добавляю примерно пол чайной ложки, и чайную ложку специй для фарша. Лучше использовать какую-то восточную специю. И примерно 1 столовая ложка измельченной свежей петрушки. Все хорошо перемешиваем, и фарш следует хорошо отбить. Просто берете весь фарш в руку или в 2 руки, если у вас большое количество фарша, и отбиваем о тарелку. Делаем так несколько раз, потом накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на 20 минут, чуть-чуть охладиться. Так кебабы будет лепить проще. Для кебабов буду использовать большие шпажки. Беру немного фарша в руку и формирую такую удлиненную лепешку, кладу в центр шпажку. Шпажки предварительно я не замачиваю в воде. У меня все отлично, они не горят. Изначально, до того, как вы лепите кебабы, померьте, влезает ли шпажка в аэрогриль. У меня они чуть длиннее, поэтому приходится отрывать часть и делать ее короче. Из такого количества фарша у меня получилось 6 кебабов. Ставим в аэрогриль на
180 градусов 13 минут. Посмотрите, как быстро и просто у нас все получилось. Очень вкусный обед или ужин вышел в аэрогриле. Обязательно попробуйте приготовить такой вариант. Очень вкусно. И я уже это говорила ранее, если вы что-то готовите на шпажках, то это всегда очень интересует детей. И с большей вероятностью они съедят что-то на шпажке, чем обычную котлету. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Я очень рада, если эти рецепты вам пригодятся, если они для вас были полезны. Напишите в комментариях, какой из рецептов вы планируете приготовить. И напишите, что именно вы готовите в аэрогриле быстро и просто на ужин или обед. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!